они сейчас не несутся. То есть вот прошло полезных, собственно говоря, 7 дней, когда куры не несутся, 3 из них сдохло. Да, приносите мне курей, которые... Дохлых? Да. Нет, я трупы не храню. Почему вы, как вы так уверены, что это именно наш? Я повторяю. Да, язык, это вообще... Ну, там где-то с вами была. Вот так-то потушка. Ох, это потушка. Пошла. Собака какая. Лабрадор какой, а? Ветер-то какой холодный, а? Барабан. Да, барабан. Ой, красота! Язык-то спрячь. Ты же не вредила? Чистили кастрюлю? Ой, бабушка, ну конечно, белье решает. Может, сюда пойдем? Да там что-то все носится. Нет. Какая неописуемая. Ой, язык-то какой красивый у нас. Ой, самый красивый язык в мире. Как вы думаете, куда я поехала? Правильно. Я поехала выбивать свои права по поводу того, что у меня сдохли 3 курочки. Удивительным образом, друзья мои, пропал звук в камере. Вообще выражаю вам, конечно, особую признательность за то, что вы слушаете этот далеко не идеальный звук у камеры. Но надеюсь, что я смогу вскоре купить для нее дополнительный микрофон для того, чтобы звук наших с вами видео был гораздо привлекательнее. Ну что, друзья мои, вы готовы немножко поскандалить, чтобы отбить наши деньги за все наши страдания по поводу того, что мы потеряли 3 несушек? Если готовы, тогда поехали. Это будет не совсем приятная встреча с продавцом, но справедливость имеет огромную роль в моей жизни. Ей я учу и своих детей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы с документами торгуете? С какими? Покажите мне. Показывайте. Вы как индивидуальный предприниматель? И номер мне свое еще назовите. Зачем оно? Я как потребитель имею это право знать, почитайте закон. А потом уже буду разговаривать с вами как юрист. Вот, смотрите. Угу. Так. Отлично. То есть вы как индивидуальный предприниматель. Но это не я индивидуальный предприниматель. Угу. Так, давайте. Хорошо, давайте мне продавца. Как называется у вас продавец? ИП кто? Называется я не называюсь, у меня есть имя. Нет, не вы лично. Продавец. ИП кто? ЮВ. Новосибирск? Новосибирск. Значит, смотрите, 2 недели назад я купила у вас вот таких несушек, 10 штук. А через 2 дня мне пришлось вызывать ветеринара. Ветеринар дал заключение, что все несушки больны, у них травмированы яйцеводы. 3 штуки у меня сдохли через 3 дня с кровищей. Мне пришлось, да, конечно, мне пришлось покупать лекарства по назначению ветеринара и обрабатывать у всех несушек клаки.
Ну, на сегодняшний день сдохли только 3. Всем остальным, вероятно, я успела помочь. Я надеюсь. Понятное дело, что после лечения, которое заняло 3 дня утром и вечером, они сейчас не несутся. То есть вот прошло полезных, собственно говоря, 7 дней, когда куры не несутся, 3 из них сдохло. Значит, у меня предложение к вам, как у потребителя, то есть как по закону о защите прав потребителей. Значит, либо вы мне сейчас возвращаете деньги за 3 дохлых кур больных, либо вы мне возвращаете 3 курицы. Да, приносите Да. мне курей, которые... Дохлых? Да. Нет, я трупы не храню, и более того, по закону о защите прав потребителей я не обязана хранить их, понимаете? Вот смотрите, Но у вы меня приходите есть- в магазин, но у например, меня вы же есть- приносите, допустим, рваную обувь Девушка. и говорите, сделайте мне возврат. Девушка, вы какое образование получали? Как вы себе Среднеспециальное. представляете, я должна хранить трупы неделю? Подождите, еще у меня вопрос. А почему вы, как вы так уверены, что это именно наш кур? Я Радио- повторяю, у меня, во-первых, есть безнал, я переводила вам безналом за этих кур. Что сейчас? У меня есть свидетели, 80. девушка, у меня есть свидетели дохлости кур, есть показания ветеринара, все это будет в суде. Вы знаете, сколько вы мне заплатите? За 3 курей. Вы За 3 курей Господи, сколько брали? 250 стоили куры? по 250. Я вам сейчас отдам эти 700 рублей или сколько там? 750. Пришла женщина, Юрий с камерой, снимает меня на камеру и попросила ИНН, и надо слепить, сдохли 3 курицы. Просит либо курей, либо деньги. Я говорю, верните труп, она сказала, по закону я могу не хранить эти трупы. Я верну 750 рублей на курей. Ну все. Возьмите, 750 рублей, все, всего доброго. У нас пополнение в семействе. Сегодня я прикупила 7 замечательных несушек-молодок, которые несутся аж до возраста 4 лет. Наконец-то я, наверное, займусь самостоятельным размножением несушек. Смотрите, какие они замечательные. Побегайте. Замечательные курочки. Курочки. Им сейчас 1,5 месяца. Говорят, что они начинают нестись с возраста 4-5 месяцев. Вот, сейчас они вот такие маленькие, на улице у нас холодно. Посадить пока мы их в существующий курятник не можем, потому что там у нас сидят фабричные несушки, и они, конечно же, заклюют наших малышей. Поэтому пока мы не построили отдельный теплый сарай для курей и коз, вы знаете, да, моих планов. Они вот сейчас посидят вот здесь в коробке, достаточно большой. Потом, когда окончательно уже потеплеет на улице, прямо все совсем лето-лето, у нас вольер для кур там же состоит из 2 частей, получается. Первая часть — это утепленное такое место. Привет! Сын, привет! А что он такой чистый опять? Чистый? Вот там из 2 же мест, да, состоит у нас вот вольер для выгула и теплое помещение, где они сидят там и несутся. Вот когда будет окончательно тепло уже у нас, мы, получается, несушек отселим окончательно на улицу жить, а этих молодок уже пересадим туда в теплое место. Ну а вообще в перспективе, как вы знаете, на том месте большой, такой достаточно большой сарай, где будут жить козы и куры. Вот еще я сегодня купила, ой, куст, забыла как называется, красивое кустовое растение в розовых цветах, все. Вот. И 8 кустиков крупной Виктории. Моя-то, как вы знаете, больше половины погибла, ну половина погибла. Вот, 8 купила, ну жутко дорогая. 80 рублей стаканчик, представляете? 80 рублей. Ладно, мы не гордые, что теперь? Хоть плачь, что называется. Мы посадим, я буду в этом году тогда одну грядку оставлю, под нее буду культивировать свою, ну а что делать?
здесь как раз 7 или 8 сидят умерших. Видят, я подсажу. И будем есть эту грядку. Эта грядка, получается, у меня вся вымерзла. Ее буду выкапывать. Не знаю, посею, может быть, какой-нибудь. Это для удобрения. Пусть она до августа сидит. Горчицу какую-нибудь посею, чтобы удобрение удобрялась грядка. Вот. А вот там у меня несколько выжило 5 свежих кустов. Их пущу на рассаду для вот этой грядки, которую буду как правильно говорить-то, замораживать до августа. Но очень дорого. Правда, 80 рублей один кустик клубники, но это очень дорого. Это просто невероятно. Это такие траты и так всегда весной, поэтому огороду то надо, то купить, и всего хочется, и хочется все в порядок привести. Это, конечно, не дело. Вот, так что будем сейчас с вами высаживать вот этих 7 розеточек нашей клубники. Ты уже докопал до дна. Ой, мама дорогая, господи, как же больно. А. Ой, дочь, и забери сразу вот эти ошметки от Виктории, пожалуйста. Старые, которые уже нам не нужны. Ну все. Вот и все, блин. А сколько стоило? Ну, все эти 8. Да не знаю, ну что они по 80 рублей? 7 их было. Да, 7. Ну, по 80 рублей, 7 и 8, 56. Тут 60 рублей. Вот. Вот так, да. Ого. Ну вот. Завтра, может, такого ветра не будет. Утеплю. Ой, утеплю, что говорить. Подкормлю сапагом. А потом уже можно будет еще и засыпать грядки, мульчировать опилками. Ну вот и все пока. Солнышко выглядывает. Надоел ветер. Малиной надо заниматься. Представляете, вся малина вымерзла у меня. Все это будет подлежать выкопке, перекопке. Там что-то, если зеленое где-то будет торчать, попадаться, все это прям туда к забору будет высаживаться. Короче, в этом году мы без малины. Без малины. Все,
вся вообще вымерзла. Вся вымерзла малина. Вся напрочь вымерзла малина. Ужас. Даже, по-моему, этих нет. Купить, что ли? Чё ж высаживать даже нечего, представляете? Подували. Штук 5 кустиков купить, что ли? Ой-ой-ой, дочь, я вижу. Этой заразы в этом году у нас не так много, да? Какой? Одуванчиков. Почему? Надеюсь, тоже вымерзли. Да потому что они забивают весь огород. Росли бы они на полянках, а они в огороде в грядках растут. Ну все, ребят. Пойдем дальше. Ну, посмотрим, как они корм этот другой. И сразу накинулись. Ну, сейчас делается. Ну, разумеется, это им подавай. Накрою, потому что выпрыгивают. Выпрыгивают. Собирать их по дому делать больше нечего, потом ловить. Пускай накрытые сидят, выпрыгивают. Спасибо. Ну вот. Все. Счастье есть, его не может не быть. Даже, мои дорогие. Вкусненько вам, да? Вы же мои так непривычно. Обычно, ну каких я кур видела, несушек держала. Белых или коричневых, ну вот этих коричнево-красных. Таких сроду у меня не было. Ну посмотрим. Дай бог, дай бог. Надо было глубоко убрать тарелку, потому что оно с подливом и естся ложкой. Глубокую тарелку выкладывай, ложкой будет удобно. А так ты будешь ложкой возюкать по тарелке, все это на стол вывалится, и кайфа не получишь от еды. Ну как я теперь? Ну сейчас я тебе помогу. Что ты сразу-то не спросила? А? Вот, я же сделала специально такой подлив, как с бульоном. И едят это ложкой такую. Такой советский обед. Ну, потому что в советские времена поставь, так готовили, это очень вкусно. Кушай. Так, пирог я там сделала. Еще надо достать пирог. Докладу. За компьютер надо работать. Надо все делать. Ой, какой красивый пирог у нас. Мама дорогая. Смотрите, девочки, мальчики, какой у меня замечательный пирог. О, это, знаете, у меня сегодня настроение. Был кило 200 мяса, свинина, кусками. Я покупаю в вакуумной упаковке. Тут наш Кудряшовский завод делает свинину. Вот там кило 200 было в упаковке. Вот я думаю, что мне сделать из кило 200. Сделала вот такой подливчик советский. Зажарила мукой, представляете? Ой, красота. Вот такую лапшичку сварила. И вот такой вот отварила пакетик риса пакетированного-то. И из остатка там мяса сделала фарш. Лук, фарш, рис, яйцо. И на кефире завела тесто без дрожжей. И сделала вот такой пирог. Красота, да? А вообще. Вот сказка. Сказка, смотрите, как он у меня отходит. Прям как настоящий. Видите? Красота какая. А? Супер. Вот так вот. Ой. Что ради вас не сделаешь, вся подожглась. Ну теперь, как я всегда это делаю, да? Друзья,
Приглашаю вас в наш телеграм-канал. Там я публикую короткие заметки о нашей жизни прямо в эфире. То есть то, что некоторые увидят только через неделю, подписчики телеграм-канала смогут увидеть гораздо раньше. Блин, как больно, а. А, я что, передержала, что ли? Жесть просто какая-то.